В 1974 году пастух из деревни на севере провинции Белуджистан искал отбившуюся от стада козу среди каменистых холмов у реки Болан. Он заглянул в осыпь на склоне и увидел, что под слоем щебня лежит ровная кирпичная стена. Эта стена окажется частью поселения, которому 9000 лет, старше Шумера, старше египетских династий, старше любого письменного слова, известного человечеству. То, что произошло дальше, стало одной из самых неудобных историй в археологии XX века. Французская экспедиция Жана-Франсуа Жарижа подтвердила возраст. Радиоуглеродный анализ дал даты, которые не вписывались ни в одну существовавшую модель ранней цивилизации. И все же широкая публика об этом почти ничего не услышала. Имя поселения Мехергарх до сих пор не звучит в массовых документальных фильмах, в школьных учебниках, в популярных книгах по истории. Оно осталось внутри узкого академического круга. В этом видео мы пройдем по 5 местам Пакистана, о которых русскоязычный зритель почти ничего не слышал. Это не Мохенджо-Даро, не Хараппа, те имена уже знакомы. Это 5 других точек на карте. Каменные террасы в горах Кагана, деревня возрастом 9000 лет, буддийский монастырь на вершине скалы, крепость, которую так и не смогли взять штурмом, и подземный собор, вырубленный внутри горы чистой соли. Каждая из этих находок ставит под вопрос привычную линию прогресса. Представление, что человечество шло из простого в сложное по прямой. Доказательства говорят о другом, о потерянных пиках мастерства, об исчезнувших знаниях, о людях, которые умели делать то, что мы повторили только тысячелетия спустя. Начнем с гор. Находка первая. Балакот и долина Кагана. Каменные террасы, которых не должно быть. В 1992 году группа геологов из Пешаварского университета поднималась по склону над рекой Кунхар в долине Кагана, в провинции Хайбер-Пахтунхва. Их интересовали следы древних оползней, обычная полевая работа. На высоте около 2400 метров над уровнем моря, в месте, где не было ни деревень, ни дорог, ни упоминаний в исторических хрониках, они увидели нечто, что сначала приняли за естественный геологический феномен. Перед ними простирались уступы, ровные, идущие по склону горизонтальными линиями, удерживаемые подпорными стенами из подогнанных каменных блоков. Когда геологи подошли ближе, стало ясно – это рукотворные террасы, и они огромные. Площадь зафиксированных террас в этой части долины превышает 4 квадратных километра. Подпорные стены сложены без раствора, сухой кладкой, по принципу, который археологи называют циклопическим. Камни весом от 300 килограммов до 1,5 тонн подогнаны друг к другу так, что между ними не проходит лезвие ножа. Высота отдельных стен достигает 6 метров. Длина непрерывной линии кладки в одном из сегментов – более 800 метров. Доктор Ихсан Али, возглавлявший последующее обследование в 2003 году, опубликовал предварительный отчет в журнале Пакистанской академии наук. В отчете зафиксирована проблема – датировать кладку традиционным радиоуглеродным методом невозможно. Органики между камнями нет. Косвенные признаки – степень эрозии, лишайниковый покров, накопление почвы за стенами – указывают на возраст не менее 2000 лет, возможно, значительно больше. Местные жители Кагана называют эти террасы «работа девов», то есть демонов или великанов. В устной традиции пуштунских и кашмирских племен это означает простое – не наши предки. Никто из живущих в долине людей не помнит ни строительства, ни ремонта, ни даже использования террас под земледелие. На такой высоте в этой местности земледелие невозможно из-за сурового климата и каменистой почвы. Сравнение с другими известными системами горных террас дает неожиданный результат. Андские террасы инков построены ниже, обычно до 3500 метров, но в зонах с более мягким микроклиматом. Террасы Сапа во Вьетнаме на гораздо меньших высотах. Балакотские террасы расположены в зоне, где сегодня 7 месяцев в году лежит снег. Если их строили под земледелие, климат тогда был другим.
Если не под земледелие, то под что? Один из инженеров, привлеченных к обследованию, Тарик Хусейн из Политехнического института в Лахоре, провел расчет объема перемещенного камня только в одной обследованной секции долины. Цифра получилась тяжелая. Около 120 тысяч кубических метров обработанной породы. Для сравнения, это больше, чем объем каменной кладки Великой пирамиды Хеопса в ее внешнем поясе облицовки. И это только один участок. Полное обследование долины так и не было проведено. У Пакистана нет ни средств, ни политической воли вкладываться в археологию северных провинций, где регулярно идут вооруженные конфликты. Когда в 2005 году долину Кагана накрыло разрушительное землетрясение, часть террас обрушилась. Восстановления не было. О них почти не писали в международной прессе. Они стоят там сейчас, частично целые, частично рухнувшие, без охраны, без таблички, без туристического маршрута. Если смотришь этот канал впервые, подпишись, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы разбираем только задокументированные факты, без теорий о пришельцах и без сенсационности. Идем дальше. Официальная версия пакистанской археологической службы такова. Террасы построены, вероятно, в эпоху раннего буддийского царства Гандхара, то есть в первые века нашей эры, между III веком до нашей эры и V веком нашей эры. Версия объясняет некоторые элементы кладки, похожие на стиль, известный по другим памятникам Гандхары. Но она не объясняет масштаб. Гандхарские поселения этой высокогорной зоны были небольшими, максимум несколько сот человек. Чтобы построить террасы такой площади и с такой точностью подгонки камня, требуется организованная рабочая сила в несколько тысяч человек, удерживаемая в горной местности годами. Где жили эти люди? Где их кладбище, их керамика, их инструменты? До сих пор в долине Кагана не найдено ни одного крупного поселения, которое могло бы соответствовать строителям. Стены есть, строителей нет. Есть и более тихий вопрос, который археологи задают друг другу в кулуарах, но почти не выносят в публикации. Подгонка камня в Балакоте. Той же традиции, что и подгонка в Саксай-Уамане в Перу, в храмах острова Пасхи, в стенах Аллаха в Турции. Это не такая же техника, это близкий принцип. Блоки неправильной формы, многоугольные грани, идеально совмещенные без раствора. Эти места разделены десятками тысяч километров и десятками веков. Прямой связи между ними нет. И все же одинаковая логика обработки камня всплывает на разных континентах в виде, который трудно объяснить простым совпадением. Когда стоишь у одной из этих стен на высоте 2400 метров, в долине, по которой не проходит ни одна туристическая группа, и проводишь рукой по шву между двумя многотонными камнями, ощущается странное молчание. Эти стены строили люди. У этих людей были руки, спины, голод и страх. Они поднимали камни в воздух, разреженный высотой, под холодным небом, под звездами, которые мы видим теми же. Мы не знаем их имен, мы не знаем их языка, мы не знаем даже точно, сколько веков назад они здесь работали. Они оставили нам стены и забрали с собой все остальное. И стены продолжают стоять, терпеливо, без объяснений, как будто ждут, когда мы наконец спросим правильный вопрос. Как думаешь, могли ли эти террасы быть не сельскохозяйственными, а ритуальными? Напиши в комментариях. Находка вторая. Мехергарх. Деревня, которая старше Шумера. Вернемся к истории, с которой мы начали. Пастух у реки Балан, осыпь на склоне, кирпичная стена под щебнем. В 1974 году эта случайная находка попала в руки французского археолога Жана-Франсуа Жарижа, работавшего в составе Пакистано-французской миссии. Жариж был осторожным человеком, не склонным к громким заявлениям. Он провел первый зондаж, отправил образцы древесного угля из очажного слоя в лабораторию радиоуглеродного анализа в Гив-сюр-Ивет под Парижем. Результаты, полученные в 1976 году, заставили его перепроверить все трижды.
Самый ранний слой Мехргарха датировался 7000 годом до нашей эры, то есть около 9000 лет назад. На 2000 лет раньше, чем считалось возможным для оседлой цивилизации в этом регионе. Поселение лежит на широкой равнине у выхода Баланского ущелья на Индскую долину, в современной провинции Белуджистан. Площадь раскопанной части около 200 гектаров. Это не маленькая стоянка охотников-собирателей. Это полноценная деревня, потом поселок, потом небольшой город, существовавший непрерывно более 3500 лет, с 7000 по 2500 год до нашей эры. В нижних слоях найдены прямоугольные дома из необожженного кирпича, разделенные на жилые и хозяйственные помещения. Найдены зернохранилища с остатками культурного ячменя и пшеницы, то есть зерновых, которые уже были одомашнены. Найдены кости одомашненного крупного рогатого скота, овец и коз. Это означает, что в Мехргархе 7000 лет до нашей эры уже занимались сложным сельским хозяйством, в то время, когда в большинстве известных регионов мира люди еще охотились и собирали. Самое поразительное и наиболее задокументированная находка из Мехргарха касается зубов. В 2006 году группа исследователей под руководством Андреа Кучины из Миссурийского университета и Роберто Маккиарелли из Университета Пуатье опубликовала в журнале «Природа» статью о 9 найденных черепах с признаками сверления зубов. Возраст черепов от 7500 до 9000 лет. На малярах сохранились идеально круглые отверстия диаметром от 1 до 3 мм, глубиной до 3,5 мм. Микроскопический анализ показал концентрические борозды на стенках отверстий, следы вращения сверла. Это означает, что в Мехргархе использовали маленькие лучковые сверла с кремневыми наконечниками для стоматологических процедур. 9000 лет назад. Стоматология – древнее любой известной письменности. В 11 случаях из 11 отверстия сделаны на жевательных поверхностях задних зубов, то есть там, где стоматологи и сегодня работают чаще всего. Список того, что в Мехргархе уже умели, длинный, и каждый пункт требует пересмотра привычной хронологии. Самая ранняя в Южной Азии керамика – около 6000 года до нашей эры. Самые ранние медные изделия – около 5000 года до нашей эры, причем изготовленные методом утраченной формы, который считается технологически сложным. Найдены тысячи бус из бирюзы, лазурита, сердолика, морской раковины, материалов, привезенных с расстояний от 500 до 1500 километров. Это означает существование торговых сетей. Найдены женские статуэтки из обожженной глины, древнейшие в регионе. Найдены ткацкие грузила, что указывает на ткачество хлопка. Хлопковая ткань из Мехргарха – древнейший задокументированный образец хлопковой ткани в мире. Ни в Индии классической эпохи, ни в Египте, здесь, в Белуджистане, 9000 лет назад. Но почему о Мехргархе так мало знают? Здесь начинается неудобная часть истории. Мехргарх не вписывается в привычную модель колыбелей цивилизации. Месопотамия, Египет, долина Инда, Китай, Месоамерика, Анды. Эта модель предполагает несколько независимых очагов, каждый со своим стартом примерно в 4-3 тысячелетии до нашей эры. Мехргарх старше всех на 1000 лет. Он показывает, что развитое оседлое общество с земледелием, скотоводством, ремеслами и торговлей существовало в Южной Азии тогда, когда по учебникам человечество только-только начинало приручать первые злаки. Принять Мехргарх значит переписать главу о неолитической революции. И в академической среде этого не сделали. Жариш умер в 2014 году, так и не дождавшись широкого международного признания значимости своих раскопок. После 2005 года работы на памятнике практически прекратились. Район стал небезопасным, и иностранные миссии ушли. Сейчас Мехргарх лежит под открытым небом, частично размывается дождями, и о нем почти никто не пишет за пределами специализированных журналов. Есть деталь,
которая возвращает к нам этих людей с предельной близостью. Среди погребений Мехаргарха археологи нашли скелет молодой женщины. Возраст – около 18-20 лет на момент смерти. Возраст погребения – около 7000 лет. Рядом с ней лежал младенец, видимо, умерший с ней одновременно. На ее запястье браслет из 157 мелких бусин лазурита, привезенного из Бадахшана в нынешнем Афганистане, за 700 километров от Мехаргарха. На ее шее ожерелье из раковин Турбинеллы Пирум, добытых в Аравийском море, за 500 километров на юг. Кто-то любил ее достаточно, чтобы похоронить с этими сокровищами. Кто-то проделал путь через горы и пустыни, чтобы привезти эти бусы. 7000 лет назад. Имени ее мы не узнаем никогда. Иногда история прячется не за заговорами и не за уничтоженными архивами. Иногда она прячется за тем, что ее слишком трудно встроить в учебник, который уже напечатан. Мехаргарх – именно такой случай. Он не был забыт, он был неудобен, и он продолжает лежать там, под белуджистанским солнцем, ожидая, когда мир решит, что, наконец, готов посмотреть на него прямо. Находка 3. Тахт-и-Бахи. Монастырь на вершине, построенный без раствора. В 1836 году британский военный инженер по фамилии Корт, проводивший рекогносцировку в долине Пешавара, поднялся на скалистый холм в 16 километрах от современного города Мардан. На вершине, на высоте 152 метра над окружающей равниной, он увидел руины. Стены, дворы, кельи, ступы, вырезанные из камней и сложенные ярусами один над другим. Местные жители называли место Тахт-и-Бахи, трон у источника. Корт не знал тогда, что стоит на одном из самых сохранившихся буддийских монастырских комплексов античного мира. И он не знал, что главная загадка Тахт-и-Бахи не в его искусстве, а в том, как именно он собран. Монастырь основан по принятой датировке в I веке нашей эры и существовал непрерывно почти 600 лет, до VII века. Это был период расцвета буддийского царства Гандхара, пограничной зоны между греко-бактрийским миром и индийской цивилизацией, где статуи Будды впервые приобрели человеческий облик с одеяниями, напоминающими греческие тоги. Комплекс Тахт-и-Бахи занимает 4 террасы. Главный двор, основной ступа, окружен 35 малыми ступами и 15 часовнями с нишами, в которых когда-то стояли скульптуры. Площадь основной застройки – около 33 тысяч квадратных метров. Внутри – кельи монахов, трапезная, бассейн для омовений, лекционный зал. Все это построено из местного сланца, тонких плоских плит темно-серого цвета. И вот здесь начинается загадка. Стены Тахт-и-Бахи сложены без связующего раствора. Тонкие сланцевые плиты, некоторые длиной до 80 сантиметров, другие всего 5-7 сантиметров, уложены настолько плотно, что между ними не проходит человеческий волос. Но это не циклопическая кладка из крупных блоков, как в Балакоте. Это противоположный полюс мастерства. Десятки тысяч мелких и средних плит, подогнанных так, что вся стена работает как единое монолитное тело. Британский археолог Александр Каннингем, обследовавший монастырь в 1871 году, писал в отчете археологической службе Индии, что не понимает, как такая кладка простояла почти 2000 лет в зоне с регулярными землетрясениями средней силы. По его расчетам, стена должна была обрушиться в течение нескольких веков. Она не обрушилась. Современные исследования техники кладки Гандхары, в частности работы Курайши и Хана из Университета Пешавара, опубликованные в 2012 году, выявили несколько неочевидных деталей. Каждая плита подобрана по толщине под соседнюю с разницей не более 2 мм. Стены имеют внутренний и внешний пояс, между которыми проложен слой из щебня и мелких плит, но не как простая засыпка, а как тщательно подогнанная амортизирующая сердцевина. При сейсмических толчках такая стена ведет себя как трехслойный гибкий композит. Внешние пояса передают нагрузку, внутренний слой ее поглощает. Это инженерное решение,
которые современные сейсмостойкие конструкции из армированного бетона воспроизвели только в 20 веке. В первом веке нашей эры, в гористой зоне, монахи и нанятые ими мастера это уже знали. Письменных описаний техники не сохранилось. Знание было передано от учителя к ученику и в какой-то момент потеряно. Есть и другая деталь, о которой редко говорят. Такхт-и-Бахи стоит на скале без источника воды. Ближайший родник находится у подножия, отсюда название «Трон у источника». Чтобы поддерживать жизнь монашеской общины из сотен человек на вершине, требовалась сложная система сбора и хранения воды. Археологи нашли вырубленные в скале цистерны общим объемом около 400 кубических метров и каменные желоба, проводившие дождевую воду со всех крыш в эти цистерны. Система фильтрации была устроена так, что вода последовательно проходила через 3 отсека, очищаясь от взвеси. Это означает, что монастырь был полностью автономен по воде, даже в засушливый сезон. Современные эксперты по гидротехнике, обследовавшие систему, отмечают, уровень планирования сопоставим с римскими акведуками. Но Рим до Тахт-и-Бахи никогда не дотягивался. Гандхара была за его восточной границей. В скульптурных нишах когда-то стояли сотни статуй Будды и Бодхисаттв. Большинство из них исчезли. Частью увезены в музеи в XIX веке, частью уничтожены или украдены позже. Но один тип скульптур, найденных именно в Тахт-и-Бахи, заслуживает отдельного внимания. Это так называемые греко-будды, фигуры с азиатскими чертами лица и одеждой, выполненные по строгим правилам греческой драпировки. Складки тоги переданы с такой точностью, словно скульптор работал по эллинистическим образцам, виденным своими глазами. И это не метафора. Гандхарские мастера действительно работали в традиции, унаследованной от греко-бактрийских царств, основанных потомками воинов Александра Македонского. В Тахт-и-Бахи Восток и Запад встретились не как идея, а как камень и резец. Будда смотрит на тебя со складками греческого хитона. Это сочетание не должно работать. Оно работает. Когда поднимаешься по каменным ступеням от равнины к верхней террасе монастыря, проходишь через ярусы дворов, видишь, как вечернее солнце ложится на серые сланцевые стены, простоявшие почти 2000 лет без раствора. Становится понятно, что это место строили не торопясь. У этих монахов не было дедлайна. Они работали для общины, которая будет жить здесь поколениями. Они подбирали каждую плиту, потому что плита должна была держаться дольше, чем человеческая жизнь. Они победили в этой негласной ставке. Их собственные жизни закончились 15 веков назад. Их стены стоят. Если смотришь этот канал впервые, подпишись, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы разбираем только задокументированные факты, без теорий о пришельцах и без сенсационности. Идем дальше. Находка 4. Рохтасский форт. Крепость, которую не смогли взять. В 1541 году афганский правитель Шер-Шах Сури, только что свергнувший с делийского престола могольского императора Хумаюна, ехал верхом по холмистой местности у реки Каанкас в районе нынешнего Джелума в провинции Пенджаб. Он искал место для крепости. Не для красоты, не для престижа, для конкретной задачи – закрыть пуштунскому племени Гакхар путь в долину Инда и не дать возвращающимся моголам найти союзников. Шер-Шах был военным человеком до мозга костей. Он остановился на скалистом отроге над крутым изгибом реки и сказал «Здесь». Через 8 лет здесь стоял Рохтасский форт, крепость, которая никогда не была взята штурмом за всю свою историю. Размеры Рохтаса трудно осознать, пока не пройдешь его пешком. Внешние стены имеют общую длину 4000 метров, то есть 4 километра непрерывной кладки. Высота стен от 10 до 18 метров в разных секциях. Толщина у основания до 12 метров. В стенах прорезано 68 полукруглых бастионов и 12 монументальных ворот. Каждые ворота – отдельное укрепление со своими сторожевыми башнями и системой обороны.
Площадь внутри стен около 70 гектаров. Эта крепость, рассчитанная на гарнизон до 30 тысяч человек одновременно, с собственными мечетями, базарами, казармами, складами и системой колодцев. Камень, использованный в кладке, местный песчаник и известняк, добытый в нескольких километрах. Объем перемещенного и уложенного камня оценочно около 1 200 000 кубических метров. Для сравнения, это примерно половина объема Великой пирамиды Хеопса. Шер-Шах умер в 1545 году, до того, как форт был полностью достроен. Его сын Ислам-Шах продолжил работу. Завершили строительство только в 1548 году. Главным инженером был назван в источниках человек по имени Тадар Мал, индус Кхатри, служивший в финансовой администрации Сура. На пике строительства, по данным современника-летописца Аббаса хана Сарвани, на стройке работало одновременно около 120 тысяч человек. Солдаты, наемные каменщики, рабы, ремесленники. Стоимость постройки превысила 80 миллионов рупий по курсу 1547 года, астрономическая сумма для региональной державы того времени, эквивалентная примерно 3 годовым бюджетам всей империи Сура. Шер-Шах вкладывал в Рохтас все, что имел. И все же его собственная династия не продержалась там даже 20 лет. Моголы вернули престол, и форт перешел к ним без боя. Это центральная странность Рохтаса. Крепость, на которую ушли тонны золота и сотни тысяч рабочих рук, ни разу не выдержала настоящей осады, потому что ее ни разу всерьез не осаждали. Каждый раз, когда враг подходил к стенам, гарнизон сдавал ее или уходил. Так было в 1555 году, когда вернулся Хумаюн. Так было позже при сикхах в XVIII веке. Так было при британцах в XIX веке. Стены никогда не были пробиты, башни никогда не пали в бою. И все же форт постоянно менял хозяев. Мирно, через переговоры, через измену, через политические сделки. Британский военный историк Гарольд Дин в 1928 году писал в отчете археологической службе Индии: «Рохтас – самая совершенная неосажденная крепость, которую я видел в Азии. Ее стены пугают одним своим видом. Возможно, это и было главной целью ее создателя». Конструктивные детали Рохтаса показывают уровень военной инженерии XVI века, который опережал европейский на полвека-век. Стены имеют тройной пояс обороны. Внешний парапет с зубцами для лучников, средний уровень с амбразурами для ручного огнестрельного оружия, нижний уровень с пушечными портами. Это так называемая многоэтажная оборона, концепция, которую Европа массово начнет применять только в XVII веке. Ворота сконструированы по принципу двойного коленчатого прохода. Атакующий, прорвавшийся через первые ворота, попадает в узкий коридор, поворачивающий под прямым углом, простреливаемый со всех сторон. Этот же принцип позже использовался в японских замках эпохи Эдо и в европейских крепостях Вабана. В Рохтасе он уже работал в 1547 году. Внутри стен система потайных лестниц, позволявших защитникам быстро перемещаться между уровнями, не выходя на открытое пространство. Колодцы сделаны такой глубины, до 90 метров, что осада на истощение была бессмысленна. Но самая красивая деталь Рохтаса не военная, а декоративная. Главные ворота, называемые Сохель-Гейт, украшены резным камнем с растительным орнаментом и геометрическими розетками. Резьба выполнена настолько тонко, что на расстоянии ее принимают за лепнину. Это поздняя афганская традиция, доведенная до утонченности индийскими мастерами, нанятыми Тодар Малом. Шер-Шах не был эстетом в обычном смысле слова. Он был воином, экономистом, реформатором. Но он понимал силу камня, на котором вырезано совершенство. Враг, подходящий к Сохель-Гейт, видел не только толщину стены. Он видел уверенность тех, кто эту стену построил. И уверенность эта работала иногда лучше пушек. Сегодня Рохтасский форт включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но известен на Западе значительно меньше, чем форты Индии,
Агра, Красный форт Дели, Мехрангарх в Джодхпуре. Причина проста. Он находится на пакистанской стороне границы и десятилетиями для иностранных туристов был фактически недоступен. Внутри стен сейчас живет небольшая деревня. Несколько сот человек, чьи дома прилепились к древним казармам и складам. Дети играют в тени бастионов. Козы пасутся на бывшем плацу. Стены продолжают стоять. Те же 4 километра, те же 68 башен. Тот же камень, который никто никогда не сумел проломить. Как думаешь, что больше пугает врага? Толщина стены или совершенство резьбы на ее воротах? Напиши в комментариях. Находка 5. Соляные копи Кхевры, подземный собор внутри горы Соли. По преданию, все началось с лошадей армии Александра Македонского. В 326 году до нашей эры македонские войска возвращались с восточного похода и сделали стоянку в холмистой местности у реки Джелум. Лошади, расседланные и выпущенные на пастбище, начали лизать камни. Конюхи присмотрелись и поняли – камни были солеными. Так, согласно местной традиции, было открыто соляное месторождение Кхевры, одно из крупнейших в мире. Археологически легенда не подтверждена, но первые задокументированные разработки в этом месте относятся к 1285 году нашей эры, то есть к эпохе Делийского султаната. С тех пор соль здесь добывают непрерывно, больше 7 веков подряд. Кхевра расположена в соляном хребте провинции Пенджаб, примерно в 160 километрах к югу от Исламабада. Геологически это уникальное явление. Соляной пласт мощностью до 100 метров, образовавшийся около 600 миллионов лет назад, в эпоху, когда здесь было мелкое испаряющееся море. Соляная гора – не песчаник, не известняк, а почти чистый галит – кристаллическая каменная соль с примесями, дающими розовый, оранжевый и прозрачно-белый цвет. Общие запасы оцениваются в 6,5 миллиардов тонн. Это вторая по размерам соляная шахта в мире после Виелички в Польше. Но Кхевру отличает от польского аналога одна деталь – масштаб ручной разработки до индустриальной эпохи. Польская Виеличка добывалась государственной монополией с XIII века с применением сложного технологического оборудования. Кхевра в значительной части разрабатывалась вручную, местными общинами, передающими ремесло от отца к сыну. Британцы, пришедшие в Пенджаб в 1849 году, сразу поняли экономическое значение Кхевры. В 1872 году британский инженер Экс Уоррен составил первый полный план шахты и реорганизовал добычу. Именно тогда была принята так называемая «система комнат и столбов». Техника, при которой подземное пространство разрабатывается в виде сетки помещений, разделенных нетронутыми соляными столбами, удерживающими свод. К 2020 году в Кхевре было прорублено около 40 километров туннелей на 18 уровнях. Глубина самой нижней горизонтальной выработки – 730 метров под уровнем земли. Объем извлеченной соли за 1,5 века промышленной добычи – более 220 миллионов тонн. И при этом, по расчетам пакистанской геологической службы, выработано меньше 0,5% от общих запасов. Но настоящая загадка Кхевры – не количество соли. Это то, что внутри шахты сделали сами шахтеры из этой соли. На втором подземном уровне, на глубине около 120 метров, находится миниатюрная мечеть, построенная полностью из соляных кирпичей разного цвета – белого, розового, темно-красного. Кирпичи подсвечиваются изнутри лампами, и при правильном освещении мечеть начинает светиться, как витражное окно. Глубже, на 3-м уровне, находится копия пакистанской дороги Меэр, модель в масштабе, выстроенная из соли. Еще глубже – модель Великой Китайской стены, длиной около 15 метров, со сторожевыми башнями, тоже из соли. На 5-м уровне – модель парламентского здания в Исламабаде. Все это – работа шахтеров, выполненная в свободное время за десятилетия. Никаких государственных заказов, никаких планов сверху. Просто люди, которые проводили половину жизни в темноте под землей и решили оставить там свет.
Самое впечатляющее сооружение Кхевры – так называемый соляной мост Асад-Шахид. Это арочный переход длиной 25 метров, перекрывающий внутренний водоем в одной из камер. Мост сложен из соляных блоков без металлического каркаса. Соль не выдерживает влажности, она растворяется. Поэтому весь зал, где стоит мост, поддерживается строгим режимом вентиляции и температуры. Воздух осушается естественным путем, циркулируя через систему туннелей, работающих как природный конденсер. Шахтеры Кхевры обнаружили этот эффект эмпирически, без инженерных расчетов, просто наблюдая за поведением соли в разных частях шахты. Современные геологи, изучавшие микроклимат Кхевры в 2010 году, опубликовали статью, в которой признали, вентиляционная система шахты, сложившаяся за столетия, точнее регулирует влажность, чем многие современные климатические установки. Есть в Кхевре и другая тихая сторона. Воздух внутри соляной шахты обладает целебными свойствами. Это давно знают на постсоветском пространстве, где есть понятие «спелеотерапия». В Кхевре с 1974 года работает подземная клиника астмы. 300 коек, расположенных на 18 метров под уровнем входа, принимают пациентов с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Отрицательные ионы, выделяемые соляными стенами, и стерильная среда, соль убивает бактерии, создают атмосферу, в которой приступы астмы прекращаются. По данным клиники, за 5 десятилетий через нее прошло более 70 тысяч пациентов с устойчивым улучшением у большинства. Это не альтернативная медицина. Это побочный эффект геологии, признанный пакистанским Минздравом и включенный в систему государственного здравоохранения. Когда едешь по узкоколейке внутрь горы, старая британская колея, маленькие открытые вагонетки, лампы под сводом, и поезд останавливается в зале с соляной мечетью, и свет идет не снаружи, а изнутри стен, через толщу розового кристалла. Ощущается, что находишься не в шахте, а в храме, который никто не задумывал как храм. Шахтеры строили его, потому что под землей человеку нужно во что-то верить. 6 миллионов лет назад здесь было море. 7 веков назад здесь начали рубить соль. Сегодня здесь свет проходит сквозь камень, и пациенты с астмой дышат полной грудью впервые за годы. Гора соли продолжает отдавать и продолжает оставаться почти нетронутой. Если темп добычи останется прежним, Кхевры хватит еще на 300-400 лет. Как думаешь, что заставляет человека, проводящего жизнь под землей, тратить свободные часы на то, чтобы построить мечеть из соли? Напиши в комментариях. Что объединяет каменные террасы Балакота, деревню Михргарх, монастырь Тахт-и-Бахи, Рахтасский форт и соляные копи Кхевры? На первый взгляд – ничего. Разные эпохи, разные народы, разные цели. 9000 лет между самой старой и самой молодой находкой. И все же между ними есть единая нить. И она проходит не через географию, а через одну общую особенность пакистанской истории. Каждый из этих памятников лежит вне основного нарратива мировой археологии. Каждый из них известен внутри страны, но почти неизвестен за ее пределами. Каждый из них подтвержден научно, задокументирован, измерен и при этом не вписан в массовую историческую картину. Это говорит о чем-то большем, чем просто о пакистанской малоизвестности. Это говорит о хрупкости самой нашей карты прошлого. Мы привыкли думать, что цивилизация развивалась как прямая линия, от примитивных охотников к земледельцам, от земледельцев к городам, от городов к империям, от империй к нам. Доказательства из этого видео предполагают другое. Они предполагают, что человеческое мастерство возникает рывками, локально, иногда опережая общий уровень эпохи на тысячелетия, и потом исчезает, оставляя после себя стены, зубы со следами сверл, инженерные решения без авторов. Стоматология за 5000 лет до письменности. Сейсмостойкие стены без раствора в первом веке нашей эры. Многоэтажная оборона за век до европейских аналогов. Соляные мечети, построенные шахтерами, которые не знали инженерных расчетов. Это не одна цивилизация, поднимающаяся по лестнице. Это десятки локальных пиков, каждый из которых решал свою задачу.
и каждый из которых забыли, как только условия изменились. Стой сейчас в одной из камер шахты Кхевры. На глубине 120 метров, в зале с подсвеченной соляной мечетью. Розовый свет идет через стены, толщиной в человеческий рост. Воздух сухой, прохладный, неподвижный. Где-то наверху, на поверхности, едут машины, ходят люди, работают мобильные телефоны, идут войны и выборы. Здесь, под горой, ничего этого не слышно. Стены поглощают все. Шахтеры, построившие эту мечеть, давно умерли. Их имена не записаны нигде. Соль, из которой сложены их кирпичи, образовалась 600 миллионов лет назад, когда на месте Пенджаба плескалось мелкое испаряющееся море. Свет проходит через этот кристалл без спешки. И в какой-то момент перестаешь думать о том, что это шахта. Это просто тихое место под землей, где кто-то когда-то решил, что красота должна быть и здесь тоже. Какая из этих 5 тайн произвела на тебя самое сильное впечатление, и почему именно она? Напиши в комментариях. Нам важно понимать, что цепляет тебя сильнее. Масштаб, древность, мастерство или просто человеческая история за камнем.